Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы находимся в Германии, и сегодня в нашем городе дождь, к сожалению. Но мы же в Германии, мы можем просто сесть на поезд и уехать туда, где нет дождя. Поехали с нами! First time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Abfahrt 14:07 von Gleis 2 direkt gegenüber. Всего лишь 1,5 часика в поезде, и мы на самом юге Германии. Мы в городе, который называется Фридрихсхафен. Здесь, конечно, нету дождя, как и предполагалось, но зато здесь очень ветрено. И такая погода, я бы сказал, немножко суровенькая. Сегодня мы приехали в это прекрасное место на озеро Бодензее для того, чтобы здесь вам рассказать одну тайну. Тайну, о которой никто из блогеров никогда не рассказывает, а именно о том, сколько они зарабатывают денег. А вот мы решили вам все открыть. Сегодня мы вам расскажем, сколько мы заработали за сентябрь, ну и сколько вообще YouTube платит за 1000 просмотров в Германии. Наш канал – это своего рода эксперимент. Можно ли творческим людям зарабатывать в Германии блогерством? Ну и вообще чем-то, таким творчеством. Да, вот мы пробуем сейчас. Я думаю, у нас получается, но на самом деле мы еще не знаем всех нюансов, которые важны. И вот, в принципе, какие-то деньги точно можно зарабатывать, и мы вам сегодня покажем, какие. Но хватит ли этого на самостоятельную жизнь, для того, чтобы заплатить все налоги, оплачивать жилье, платить медицинскую страховку, страховку на машину и все остальное, все платежи, которых здесь много, и чтобы еще и нормально кушать. Поэтому, друзья, сейчас мы найдем какую-нибудь уютную лавочку, присядем, включим вам нашу творческую студию, в которой все отображаются, все данные по финансам, по просмотрам, по подписчикам, вся остальная информация, и покажем вам подробно, что у нас сейчас получается. А прогуливаться по набережной вот здесь в Фридрихсхафене — это само удовольствие. Видите, люди сюда приезжают для того, чтобы покормить уточек. Парк здесь приятный очень вдоль набережной идет. Ну и даже в такой, можно сказать, серый день здесь много людей. Кстати, сегодня 3 октября, национальный праздник в Германии, праздник объединения двух Германий. Поэтому и в поезде было много людей. Куда-то все ехали из города в город. Магазины не работают, ничего не работает. Людям остается только Гулять. гулять. У нас есть творческая студия YouTube прямо в телефоне. Вот посмотрите, сейчас будем искать, где она находится. Вот значок. Сразу видно, что это наш канал. В настоящий момент 16 153 подписчика на данный момент. И здесь вся основная информация есть. Но давайте сначала посмотрим на контент. Вот список наших видео, которые мы отсняли и загрузили. Вот наше последнее видео вверху. Если на него нажать, то мы можем увидеть аналитику про него. И, например, мы посмотрим на эффективность видео. Здесь много данных. Я вам покажу сразу деньги, потому что это наиболее интересно. А деньги отображаются вот здесь, в верхней строке, на вкладке «Доход». Итак, давайте посмотрим. Тут сразу видно расчетный доход 317 евро 49 центов за последние 28 дней. Источники дохода, значит, реклама на странице просмотра YouTube. Откуда приходят деньги, это все с рекламы, той рекламы, которую смотрят зрители. Так, эффективность видео. И вот важная цифра, это доход на 1000 просмотров 4 евро 52 цента. Такая цифра не на каждом видео, это индивидуально. Все зависит от того, насколько
видео длинное, эффективное, насколько долго это видео смотрят. Если люди только заходят и выходят, то эта цифра будет гораздо меньше. Ну, всякие еще подробности. Давайте теперь перейдем сразу к общей аналитике не одного видео, а вообще канала. И перейдем снова на вкладку «Доход». Это уже доход всего канала за последние 28 дней. Но нам за 28 дней не очень интересно, нам интересно за сентябрь. Давайте посмотрим более крупно. За сентябрь здесь масса вариантов, как посмотреть. Видите, отображается 28 дней вверху, черным подсвечено. Переходим на октябрь, сентябрь. Вот. Нам интересно за сентябрь. Сразу показывает нам список видео, которые были просмотрены в сентябре. И вот она сумма. Расчетный доход за сентябрь 1823 евро 40 центов. А здесь мы можем видеть подробно список видео, которые зрители смотрели в сентябре и сколько денег они, так сказать, насмотрели. И давайте еще перейдем на вкладку «Монетизация». Здесь вот крупным планом написано, что вам скоро поступит платеж. Платеж должен поступить 21-26 октября. И сумма должна поступить 1831 евро 19 центов. Так, и еще давайте посмотрим, что здесь написано. Для тех, кто думал, что наш канал до этого уже монетизировался, вот написано: история платежей и выплат пока не было. Чтобы получить средства, нужно перейти порог оплаты. Кстати, порог оплаты, вот чуть выше написано минимальная сумма 70 евро. То есть, если вы заработали за месяц меньше, чем 70 евро, то деньги вам в этом месяце не придут, а придут тогда, когда будет больше, чем 70 евро. Но у нас тут за сентябрь получается 1831 евро, поэтому мы должны получить деньги. Но заметьте, тут есть такая приписка напротив суммы: минус налоги. А мы помним, что на предыдущей странице за сентябрь была указана сумма 1823 евро 40 центов. Значит, то была сумма уже с вычетом налогов, а здесь написана полная сумма. Я думаю, что это американский налог, около 10 евро получился. А еще потом, когда эта сумма придет уже к нам на карточку, то мы будем с этой суммы платить 35% немецкого налога. Сейчас мы с Ладой решили посчитать точнее, сколько именно налога с нас снимут с этой суммы 1800 евро. Ну вот, смотри, 35% это 640 евро с нас вычтут, да? А ну вычтем. 1831 минус 640. Вот, 1190. Вот. Это то, что у нас останется после вычета налогов. Друзья, 1200 евро останется после вычета налогов. И это, в общем-то, ну, приблизительно тоже все равно. Но этого, естественно, нам не хватит, потому что у нас только 1000 евро платежи за квартиру и всякие страховки. Поэтому, естественно, Джоб-центр нам дальше будет помогать, но мы еще не знаем точно, как это будет происходить. Здесь такой небольшой порт для яхт. Бухточка закрытая, где яхты на зиму, видите, позакрывали под тент, и они здесь зимуют. Я хочу яхту. Лада тоже хочет яхту. На ютубе. Да, Лада уже собралась разбогатеть. Как граф Цепелин, кстати, это граф Цепелин. И здесь иногда его изобретение летает в небе. Нашли красивую лавочку с видом на озеро, и Лада решила попить чай. Мы с собой сегодня взяли аж 2 термоса, для того, чтобы не ходить в рестораны. Кстати, сегодня, смотрю, и рестораны-то не работают. В общем, мы сейчас находимся на последнем этапе, на котором мы уже подключаем вывод денег из YouTube через AdSense. И для этого нам нужна карточка, банковская карта. И мы сейчас решили сделать новую банковскую карту, не ту, на которую нам приходят деньги из Джоб-центра. Это карта Шпаркассы. И мы, кстати, этим банком не очень довольны. В принципе, нормальный банк, надежный, но приложение не очень удобное. И потом мы не хотим, чтобы все деньги в кучу смешивались, поэтому решили открыть
какую-то отдельную карту. И тут оказалось, друзья, что в Германии некоторые банки вообще не хотят иностранцам открывать карты. Например, Deutsche Bank, он не любит людей, которые непонятно откуда будут ложить деньги на их карты. Но мне помогает в этом один человек. Меня познакомили, русскоязычный консультант. Давай чай. Ты наливай, я Смотри, буду рассказывать. Покажи, какой у нас сегодня, какая у нас еда сегодня. Вот. Во-первых, у нас новый коробочек. Нам подарили друзья. О, так у нас сегодня не только У нас пирожные, сегодня котлетки. Да. И принесли еще и тортик. Поэтому у нас сегодня спасибо, друзья. Вы нас смотрите, я знаю. Вот такой вот термос подарили, вот такой коробочек. В общем, все для наших прогулок. Вот, поэтому мы сегодня Мы с чаем и с Путим. едой. Да. Не тратим деньги на всякие кафе. В общем, а я сейчас регулярно хожу консультироваться у одного человека. Он русскоязычный, живет в Германии уже очень давно. И, понятное дело, разбирается в законах, в финансовых вопросах, в вопросах страховки. Он банковский консультант по кредитам. В общем, во многих сферах этой деятельности, полезной для нас сейчас, то, что нам нужно узнать, он мне помогает. Я прихожу, я, например, сейчас оформляю через него карту в Deutsche Bank, хотя это очень сложно. Но на самом деле мне Deutsche Bank не очень нравится. Я почитал, что он сильно консервативный, и у них есть приложение, которое, по сути дела, не такое удобное, как говорят. Я сам еще не пробовал. Как, например, приложение даже банка украинских, таких как Приватбанк или там Монобанк, где можно все сделать за секунду. Очень быстро, короче, и удобно. Поэтому я поискал, какие же есть онлайн-банки в Германии, и сам решил зарегистрироваться, получить карту. Я, в общем, попробовал, и вы знаете, я обломился, очень сильно обломился, потому что там, оказывается, нужно проходить видеоверификацию. Вот так вот онлайн, 1 на 1 с банковским работником. И он говорит либо на английском, либо на немецком. Может, еще там какие-то европейские языки, но никак не на русском, не на украинском, ни на каком. Виталик просто прошел 5 раз экзамен по немецкому языку. Это надо было видеть, какой он был убитый, когда он в конце концов прошел этот экзамен. И в конце просто банк не смог отправить на наш телефон смс-ку. То есть у них там какой-то глюк, и они говорят, ладно, как-нибудь в следующий раз. Да, это была беда. Представьте, в общем, это долгая история, не буду вас сильно долго утомлять, но когда ты регистрируешься в банке, это был банк, который называется N26, на каком-то этапе тебе предлагают включить оператора и с ним в таком видеорежиме, провести беседу. И потом ты должен еще показать вот так, показать это свое удостоверение, потом должен помахать перед лицом рукой для того, чтобы это было видно, что это ты не с компьютера прям с ним разговариваешь там или еще как-то. Он спрашивает, кто-нибудь помогает ли тебе, кто-нибудь есть ли рядом с тобой. И это вообще... А рядом был, напротив сидел человек и подсказывал, как мог там. Лада мне шепотом подсказывала, когда я не понимал, что он спрашивает. Она такая, он спрашивает, тебе кто-нибудь помогает? А я говорю, да, помогает. Он говорит, как? А там, оказывается... Кто помогает? Потом говорит, не должен никто помогать. Третьей персоной, значит, персоны не должно быть, да. Мы сказали, не, все, уже никто не помогает. Но я сижу там, а все равно что-то там пытаюсь подсказать. И представьте, в тот момент он переключает камеру с фронтальной на заднюю камеру, и там сидит Лада. Причем я же не знала, что я, хорошо, что я была, одета более. В общем, очень сложная процедура, и мне не понравилось, что вот эти вот операторы банков, они какие-то недружелюбные, честно говоря. Первый вообще, когда услышал, что я плохо говорю по-немецки, он ухмыльнулся, и сбросил, просто сбросил. Я перезвонил, появился другой консультант какой-то. Они все не немцы, я так понимаю, то есть, по происхождению имеется в виду. На немецком говорят хорошо, скорее всего. В общем, этот другой консультант тоже был очень непонятный мне по фонетике.
он какого-то восточного происхождения, и то, что он говорил, мне было очень сложно разобрать, поэтому он немножко послушал, покривился и сказал: извините, раз вы меня не понимаете, то все, и отключился, короче. И так несколько раз, несколько консультантов, пока я не попал на человека, который, по моему мнению, был поляк. Но по-польски ему нельзя было говорить, да я по-польски все равно не понимаю. Поэтому он говорил со мной по-немецки, и, в общем-то, мы с ним как раз вот дошли до конца оформления уже. И в итоге он говорит: все, теперь сейчас вам придет смс, и вы все, зарегистрировались в банке. И тут сбой. Смс он отправляет, оно не приходит. Он отправляет второе, оно не приходит. И он тогда говорит: Entschuldigung, перезвоните в следующий раз. В общем, я этот банк отверг и больше в нем не пытался зарегистрироваться. Пью чай. Я обратился к Лео, так зовут оператора, по-немецки консультанта, о котором я рассказываю, живет в Айфлингене, там у него офис, и я к нему приезжаю, он мне помогает с банком, с Deutsche Bank, и помогает еще по любым другим вопросам, например, по страховкам. Очень полезной оказалась страховка юридическая. Мне пришлось в связи с этой деятельностью, с Ютубом, подключить домашний интернет. То есть у нас очень слабый был интернет, а нам нужно выгружать много видео, поэтому я нашел провайдера и заключил с ним контракт, но по глупости своей я, в общем-то, не во всем разобрался, и у меня оказалось, что в контракте прописано так, во-первых, он двухлетний контракт, представьте, какой длинный, и так прописано, что первый год я плачу 25 евро в месяц, а второй уже 45, представьте. Я был в шоке и обратился к Лео, и он сказал, что в общем-то для Германии это нормальная практика, вот такие длинные контракты и вот такие вот скрытые платежи, то есть тебе наперед не говорят, хотя у них это часто и предполагается, короче. Но он говорит, что бывают такие случаи, когда от контракта невозможно избавиться. Вот, например, если я вдруг сменю квартиру, а это же домашний интернет, и на новой квартире у меня не будет провода, по которому идет интернет, то тогда получается, я должен разорвать контракт. В Украине так бы и было, да, я просто бы сказал, я переезжаю, я разрываю контракт, и все, дело с концом. Но здесь не так. Здесь они тебе скажут: ну извините, это не наши проблемы, вы можете переезжать куда угодно, а платить по контракту ежемесячно 45 евро вы должны. Поэтому на этот случай существует юридическая страховка, так называемая. Это когда ты 40 евро приблизительно в год платишь юристам, определенной гильдии юристов. И если у тебя возникает какая-то проблема с какими-то контрактами, нужно их разорвать, или, например, с какими-то скрытыми вещами, которые были прописаны в контрактах. Это вообще любой стороны жизни касается. Например, у тебя конфликт с каким-то человеком, я не знаю, даже те же самые аварии, просто какой-нибудь унфаль на дороге. И во всем этом могут помочь юристы, и когда у тебя есть такая страховка, то они действуют быстро, и ты не платишь дополнительных денег. Потому что если когда ты обращаешься к юристу уже по факту, и у тебя не было страховки, то там денежки капают, такие за их услуги нормальные уже. Кстати, как тебе тортик? Так вот, я хочу все попробовать, а ты все про свои страховки, про юристов. Среди наших друзей, кстати, есть тоже люди, которые, подобно нам, хотят оформиться предпринимателями. И, кстати, Лео, у которого я консультируюсь, он говорит про украинцев. У него очень много украинцев приходит именно с тем, чтобы он их консультировал по поводу ГВРБ. Подсказки какие-то давал. Лео сказал, что наши в основном открывают какую-то сферу услуг. То они либо ногтики делают, либо массажи, какие-то такие услуги, либо строительные услуги открывают. И вот он говорит: ты первый человек, который открывает предпринимательство по YouTube. Но у него теперь появились еще и другие клиенты. Мой друг Даниил Денисов, музыкант, тоже у него консультируется теперь, потому что он тоже будет зарабатывать концертами, музыкальной деятельностью. Фрайберуфлик называется его статус. То есть, и он тоже не знает, сколько он будет в конце концов зарабатывать, да. Сколько, что надо показывать, платит ему или нет. В общем, все немножко мы зависли. Да. А тем, кто мне пишет в комментариях, дайте нам, пожалуйста, адрес
того человека, у которого я консультируюсь. Я с удовольствием оставлю здесь в описании под этим видео его сайт, его даже номер телефона. Он мне разрешил, он мне дал визитку, сказал, если у тебя кто-то будет спрашивать, ты просто ему дай, пускай звонят, пишут в WhatsApp. И я все, что знаю, подскажу. Поэтому, друзья, кто живет в нашем регионе, обращайтесь к Лео. Я вам рекомендую. Очень приятный человек. Угощает кофе и рассказывает нужные, очень нужные вещи про Германию. Те, что вам немцы не расскажут, потому что, скорее всего, вы их не поймете. Вот в чем вся проблема. Beneath the moonlight, self-touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric, right? You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. 7:30 утра в Германии. Люди уже работают. Я тоже сегодня по делам. С утра встал, иду в джоб-центр. Как они и обещали, в этом месяце нам уже не пришли пособия. То есть обычно они присылают в конце месяца наперед. Например, в конце сентября, в последних числах, должно было приходить пособие за октябрь. И всем пришло, всем нашим знакомым, которые живут в нашем городке, все получили пособие, а мы с Ладой нет. Ну, мы этого ожидали, все нормально, но осталось несколько вопросов, не выясненных вообще. Например, как быть с оплатой квартиры. Потому что говорят, что пока они снова начислят там какое-то пособие, пока они пересчитают, сколько нужно вычитать с нас, всякое такое, может пройти несколько месяцев, ну, по крайней мере, 1 месяц. И мой арендодатель спросит меня, а где деньги за оплату квартиры? А я даже не знаю, что сказать. Поэтому мне нужно сейчас попасть как-то на прием, либо же записаться на будущее. В общем, такая картина, что вопросов много, ответов нету. Поэтому иду выяснять. Hey, you're good at making me lose my mind, but I always come around, don't I? And I know sometimes I can bring you down, but I always make you smile, don't I? Не попал я к биратору, короче, поговорил на ресепшене с женщиной, она, в общем-то, мне сказала, что в такой ситуации просто нужно подождать, потому что идет обработка данных, и, в общем-то, через пару недель ваш вопрос должен решиться. Обычно это так происходит. Она меня успокоила и сказала, что записываться на прием к биратору не имеет смысла. Как только я оформился предпринимателем в Германии, я сразу же оповестил об этом джоб-центр в письменном виде. И джоб-центр прислал обратно мне письмо с анкетой, которую я должен был заполнить. В анкете они, во-первых, хотели знать, сколько я планирую зарабатывать в месяц. А во-вторых, они хотели знать, почему я решил, что мой бизнес вообще будет работать здесь. Какие я предпринимаю для этого шаги, изучил ли я рынок, изучил ли я предпринимателей, как я планирую развивать свой бизнес. Ну, в общем, нормальные вопросы такие. Но они в основном рассчитаны на обычные бизнес-продажи, там, услуги. Ну, в общем-то, я нашел, что им ответить. Хотя было трудно с переводом. Когда ты переводишь написанное через Google переводчик, например, то он может коряво отображать, можно не понять смысла. Поэтому мне даже пришлось по некоторым вопросам звонить к Лео и консультироваться. Так вот, эту анкету я им отправил, и вместе с этой анкетой было заявление на получение нового пособия с учетом моего предполагаемого заработка. И вот именно эта информация сейчас обрабатывается, и когда они это все обработают и решат, сколько же мне будут платить денег теперь, я вам тоже все это расскажу.
общем, дальнейшая судьба наша с джоб-центром не определена, с деньгами тоже непонятка. А тут как раз многие пишут, что нам нужно обновлять аппаратуру для того, чтобы лучше снимать видео, качественней. У нас сейчас две камеры. Одна снимает неплохо, DJI Pocket 2. А вторая Sony, она устаревшая, она не держит стабилизацию, все время трясется. Как бы искажения по экрану идут тогда, когда я пытаюсь вибрацию всю это убрать на монтаже. В общем, решил я купить новую камеру, но тут опять же все сбережения в нее вбухать, а вдруг какие-то проблемы возникнут. Страшновато, но с другой стороны нужно улучшать качество. Еще советуют купить микрофоны для того, чтобы нас обоих было хорошо слышно. И это тоже правильно, но опять же микрофоны хорошие очень дорого стоят, и я в замешательстве, не знаю, что делать. Сейчас поведу маму на проверку к окулисту. Ой, тут темно. А потом уже подумаю, ехать мне, не ехать за камерой. Ехать надо в Ульм, соседний город. Кстати, мамин сосед, вот Самуэль, которого все в основном почему-то ругали, в общем-то уже не заходит. Сообразительный оказался. Я его встречал вот на днях. Он уже больше не стучит, записки не оставляет. Спросил просто, как здоровье мамы, пожелал ей выздоровления, и все нормально. Мамусь, ты готова уже, да? Смотрю, ты одетая, уже сидишь. Уже примаракечусь. Ну, молодец, молодец. О, хорошо выглядишь сегодня. Спасибо. Как ты видишь? Все интересуются, как зрение. Значит так. Дымка. Дымка. И точечки черные. Уже там то, что большое Пятно ушло, да? Пятно ушло, остались точечки и дымка. Ну, я вот сколько почитал комментариев, люди много пишут. И многие пишут, может продолжаться и месяц, и даже 3 дымка, и потом уходит, что все нормально. Ну, сейчас мы к доктору сходим, мы знаем с тобой. Так, ну, как твоя вот... Боже, мне ж писали, как это называется. Азалия, да? А не помню. Писали вроде бы азалия это. Ну, живая еще. Мы с мамой вышли от окулиста, от врача. Это был наш последний прием на эти полгода, потому что он сказал, что все нормально, все хорошо получилось. Проверили ей на аппарате зрения и выписали рецепт на очки. Причем 2 очков. Одни для чтения, другие для того, чтобы смотреть телевизор, ну и вдаль. В общем, доктор улыбался сегодня, рад, все в принципе нормально. Он говорит, что все так как надо идет. Поэтому мы сейчас с мамой идем в оптику, узнаем, сколько будут стоить очки. Это интересно, потому что там очки непростые, на каждый глаз отдельная линза. И поэтому это как бы не те, которые продаются в ДМе за 5 или 10 евро. Erdgeschoss. У нас в городе на центральной улице есть несколько оптик. Вот, например, вот это вот магазинчик, написано Pro Optic. Это одна оптика. Вон там чуть дальше за Водафоном еще одна оптика. Короче, я зашел в 2, по крайней мере, и спросил, что будут стоить очки для мамы. Ей прописали 2 пары очков. Посмотрите, вот здесь написано, какие у нее линзы должны быть, какое зрение, в общем, на правый, на левый глаз, для чтения очки и для телевизора, так сказать, другие очки.
В общем, они сказали, что минимальная цена за очки у них от 90 евро. То есть это достаточно дорого, 90 евро за очки. И вот видите, сразу цена как вырастает. Но ничего не поделаешь, наверное. Для улучшения качества видео я должен купить себе какую-то новую аппаратуру. По крайней мере, нужно купить новую камеру, которая будет с лучшей стабилизацией. И мне советуют наши зрители приобрести еще микрофоны для того, чтобы звук был лучше. Сейчас я работаю с двумя камерами. Одна вот камера у меня в руке, снимаю вперед. Другой камерой я снимаю себя. Эти камеры у меня уже давно, особенно та, которая снимает лицо. И она устарела, она уже сильно устарела. У нее плохая стабилизация. Вот посмотрите, я сейчас ее покажу. Мне давно уже пора заменить эту камеру. Посмотрите, это Sony X3000 она называется. Я поролончик приделал для того, чтобы ветер не задувал на микрофоны. Она очень удобна в использовании тем, что ее можно быстро включить, незаметно, но есть свои минусы. Во-первых, стабилизация у нее никакая, дерганный кадр получается, а во-вторых, она без экранчика, не видно, что ты снимаешь вообще, но у нее есть один большой плюс: очень хорошо снимать ей в помещениях, потому что у нее большой угол обзора. Например, вот сейчас та камера, на которую я снимаю, у нее 150 угол обзора градусов, а у этой камеры, у Sony, у нее 170, представьте, то есть она охватывает шире. И в помещениях это очень удобно, ты сразу больше видишь. И я нашел подходящую камеру китайского производства, называется DJI Action 4. Сейчас в Медиамаркте я ее найду, посмотрю и, скорее всего, куплю сразу, если она есть. Но она тут должна быть, я специально смотрел. Я потратил немало времени на обзоры, чтобы разобраться, какая камера лучше для меня подойдет. Например, смотрите, сейчас популярно среди блогеров в таком направлении, как я, например, GoPro Hero 12. Вот это вот. Здесь она стоит 589, 590 евро стоит. Но GoPro я не фанат вообще, не фанат. Я сам снимаю сейчас на камеру китайскую, которая называется DJI. Эта фирма выпускает дроны, всем известные дроны, которые, кстати, даже на войне используются. Вот я нашел стенд с DJI, и здесь такая же камера, как у меня есть. Вот я на такую снимаю. Это называется камера DJI Pocket 2. Карманная вторая. Стоит она здесь 284 евро. Вот. Но она еще хорошая у меня, я ее менять не буду. Я хотел, в принципе, вот такую купить, следующую модель Pocket 3. Она, смотрите, она покрупнее, у нее там улучшенный не только дизайн, а функционал всякий. И стоит она 500 евро, если это в версии такой простой. А если комбо-версия... это, кстати, комбо-версия, да, и стоит она 500 евро. То есть у нее есть все причиндалы, тут дополнительные... И микрофончик есть один, петличный радиомикрофон, и есть к ней дополнительный аккумулятор. В общем, это хорошая камера, я про нее сначала думал. Но потом решил купить другую. Но здесь я ее не нахожу почему-то. И вот еще я хочу купить вот такие вот микрофончики. Сейчас, где они? Вот, для улучшения качества звука. Вам, скажем, коробочка ни о чем не говорит. Скажу только, что стоят они 330 евро. Вот такие микрофончики. Все это очень дорого стоит, друзья, для того, чтобы покупать. Но это нужно. Для моей работы это нужно. Вот, друзья, я ее нашел. Смотрите, вот Action 3 стоит, а вот Action 4, она такая же, но просто в ней, скажем, какие-то улучшения были сделаны. Она продается прямо вот с ручкой, с этой. В общем, ее я хочу купить. Квадратненькая, небольшая, в коробочке. А вот, кстати, дроны той же фирмы. То есть DJI это очень продвинутая фирма, хоть и китайская. Она делает классные дроны. У меня, кстати, дрон тоже DJI. Правда, немного устаревший Mavic, но очень плавно снимает.
люблю эту фирму, поэтому я ей доверяю. GoPro я даже не пробовал, поэтому куплю вот эту вот камеру сейчас. Вот эту камеру возьму и микрофоны возьму тоже от DJI, ихние фирменные. Потому что бизнес есть бизнес, нужно вкладываться. Последние деньги трачу, короче, но с надеждой на то, что это все отобьется со временем. Ну что ж, все, купил я новую камеру в Медиамаркте. Долго искал, долго разбирался, там разговаривал с продавщицей, что они здесь не очень хотели со мной разговаривать, потому что я так сильно ломано разговариваю, меня не очень понимали. А проблема была в том, что я хотел еще заказать микрофоны. Микрофоны там есть на витрине, но это витринные, они их не продают. Поэтому я должен был заказать. И я не понял, должен ли я сам заказывать это на сайте, или она это сделает. В общем, долго с ней разбирался, она такая недовольная была. Но я рад, смотрите, новая камера, тут ручка в ней есть. Я, короче, купил комбо-версию. Здесь с держателем, с дополнительными батарейками. Можно надолго уезжать. В общем, дома я вам распакую, покажу, как она работает. Пока, видите, это я еще снимаю на старую камеру. Ее я не буду выбрасывать, ну, в смысле, или продавать. Она еще очень хорошо работает. Хоть и плоховато снимает, но она может пригодиться как дополнительный микрофон. Я видел, многие блогеры такие камеры используют как микрофон, просто включают, и она хорошо пишет звук на улице, вот так. Ну и, в принципе, как-то удобно видео подснять. Особенно, если ты хочешь не сильно мелькать перед глазами камеры у людей, то очень удобно. Включил. Она может даже включаться с одного нажатия кнопки. Ну что, господа, я уже дома. Я уже распечатал камеру, которую купил. Посмотрите. Не стал вам снимать распаковку, потому что это скучная тема. Лучше всего сразу показать, какая она есть. Вот смотрите, сама камера такая, небольшая, маленькая. Меня это очень радует, но я знаю, что характеристики у нее отличные. Есть кейс с дополнительными батарейками, 3 штуки, это вообще классно. Я могу не бояться, что у меня разрядится батарейка, и я не снял чего-то, могу всегда заменить. Есть даже держатель такой, вот, не знаю, буду ли я им пользоваться, может быть, мне понравится. Есть коробочка для того, чтобы защитить камеру от падения. В общем, проводочек, значит, инструкции там какие-то были, еще вот QR-код. Для активации камеру нужно активировать. У нас тут под окнами все время гоняют вот такие вот скорые помощи и полиция, очень громко свистят. Так, ну все, начинаю разбираться с тем, как она работает, потом уже покажу, как она снимает. Ну и, конечно же, я решил проверить свою новую камеру. На ком? На моем друге, на Даниле Денисове. Он поиграет нам, мы запишем и посмотрим, как камера снимает. Вот так будем записывать его.